Настоящая женская дружба. Агнесса и Азалия служили в одном театре почти 40 лет. Агнесса была комедийной актрисой, Азалия – драматической. Пережили они и период расцвета с 25 до 30, и период застоя с 35 до 50, и вот опять актерская судьба вознесла подруг на гребень волны. Роли так и сыпались. Бабушки и бабы-яги, злые мачехи и коварные царицы в детских постановках, комические старухи в классических, сварливые свекрови, тещи и мамы-монстры в современных пьесах. Подруги приободрились, постройнели и, казалось, помолодели даже от востребованности. Агнесса ушла из детской радиопередачи, а Азалия, показывая всякие непристойные жесты, покинула хлебную подработку телефонистки в службе «Знойные девочки ответят на ваш звонок в любое время». Только Агнесса знала тайну Азалии. Бедняжка вынуждена была кормить семью, мужа сократили, сын ушел в армию, а его девушка уже к тому времени была на сносях. Вот Азалия и легла на финансовую амбразуру своей неувядающей грудью. Но теперь она ликовала. Позор кончился, счастье опять улыбнулось ей. Дни рождения подруг у Агнессы в ноябре, а у Азалии в декабре. Главный режиссер решил ознаменовать постановкой пьесы «Всеобъемлющие». Пьеса о двух пожилых неудачницах-актрисах, в спектакле две главные роли и больше никаких персонажей. Талант режиссера уравновешивался его запредельным цинизмом и стервозностью. В разгар репетиций, когда каждый день выплывали какие-то находки, импровизации, при том, что от текста не отступали ни на йоту, режиссер для придания творческому процессу остроты послал с телефона Азалии поздравления Агнессе с Днем пожилого человека. Агнесса обиделась и, возможно, до смерти бы рассорилась с Азалией, но она не позволила бабскому взять верх над великим театральным искусством. Поэтому репетиции не саботировала, но появилось между подругами такое электричество, что того, гляди, и молния полыхнет, и ружье на стене выстрелит. Агнесса сделала ответный ход. В разгар репетиции курьер принес Азалии судно, в народе именуемое «уткой», с ленточкой и дарственной надписью «Лучше синица в руке, чем утка под кроватью». Осветители-гримеры ржали о Киконе. Азалия, бледная от ярости, хотела размозжить нагло улыбающейся подруге голову, но нужно было репетировать. Прогон прошел на таком накале страстей, что режиссер ощутил себя Станиславским, Немировичем Данченко и еще немножко Мирхольдом. После того, как отыграли премьеру и Агнессу с Азалией вызывали на бис 8 раз, уже на банкете режиссер решил повиниться. Он рассказал подругам о своих художествах. Подруги поулыбались и ответили, что, мол, не сердятся. На утро на авто режиссера, с которого тот сдувал пылинки и чуть ли не языком вылизывал, кто-то шиферным гвоздем нацарапал слово «сука». Видеорегистратор ничего не прояснил, человек в маске, даже непонятно, мужчина или женщина. Агнесса и Азалия помирились и поклялись все обсуждать, чтобы никаких обид и слез втихомолку. Агнесса, кстати, очень гордится, что не выдала тайну Азалии, хоть и очень хотелось, но она никому, ни-ни, потому что дружбу собакам не выбросить, а времени извиниться может просто не быть.